Всем привет! Это Ярослава, и это канал для тех, кто изучает русский язык. И на этом канале мы регулярно читаем разные интересные, актуальные новости на русском языке, чтобы вы могли лучше понимать аутентичные новости и чтобы вы могли понимать, как думают носители, и тоже, чтобы вы могли говорить на разные интересные темы. Сегодня мы будем читать и обсуждать новость, наверное, самую громкую новость прошлой недели. Это атаки на логистические центры компании Wildberries в России. Я думаю, вы слышали об этом в новостях. Мы будем разбираться, насколько это серьезно, какая история компании, что будет дальше и что это значит в масштабе России. Я надеюсь, что вам понравится. Для вас есть субтитры, для вас есть бесплатный рабочий лист, который можно скачать по ссылке. Там есть словарь со всеми интересными и полезными словами из сегодняшнего урока и небольшая практика, чтобы эти слова запомнить и повторить. Если вы хотите больше видео Learn Russian with News, то поставьте палец вверх этому видео, подпишитесь на канал. Вы можете вступить в мой канал в Телеграме. Там я публикую ссылки на эти прямые эфиры, чтобы вы могли прийти и посмотреть, читать новость в прямом эфире. И вы можете вступить в библиотеку Learn Russian with News. Там есть все видео Learn Russian with News, плюс бонусные видео и все рабочие листы. Еще, если вы хотите учить русский язык со мной, то у меня есть программа для студентов среднего и высокого уровня, чтобы лучше понимать носителей, но не только в контексте новостей, но вообще в контексте жизни, конечно. Все ссылки в описании, и мы с вами начинаем. Итак, мы начнем немного с контекста. Я немного расскажу контекст, чтобы вы понимали масштаб, насколько это серьезно, как это серьезно. Все, привет. Итак, Wildberries– это онлайн-магазин. Это платформа, где можно покупать, продавать вещи, и много-много продавцов продают вещи через Wildberries. Ты можешь, если ты продавец, ты делаешь, не знаю что, ты делаешь одежду или пишешь книги, ты можешь на Wildberries открыть свой магазин и продавать свои товары через Wildberries. И несколько дней назад, 4 дня назад, украинские дроны атаковали склады, логистические центры Wildberries, и это, конечно, была серьезная ситуация. Ну все, давайте начнем. Итак, главный директор Wildberries– это Татьяна Ким Бакальчук. Она на 23 месте, в рейтинге Forbes. И это самая богатая женщина России. И ее состояние 8 миллиардов долларов. Ну, 8 миллиардов 100 миллионов долларов. И вы можете видеть слово «состояние». Состояние есть много значений. Одно значение– это капитал. Какой капитал? Например, у Илона Маска мы знаем сейчас состояние, его капитал 1 триллион долларов. Татьяна Ким скромнее, ее состояние, ее капитал 8 миллиардов долларов. Да, 8 миллиардов долларов. Другое значение слова «состояние» – это настроение. Когда можно спросить «Привет, как дела?» «Привет, как у тебя дела?» «Привет, как ты?» И аналогично можно спросить «Как у тебя состояние?» Например, человек нервничает, да?
Как твое состояние? Ох, я нервничаю или все нормально. Да, я в стрессе. Вот это состояние, внутреннее состояние. И она, Татьяна, Татьяна Ким, она генеральный директор Wildberries. В английском языке эта должность, эта профессия, эта позиция называется SEO, да, как это генеральный директор, главный директор. И дата рождения, она родилась 15 октября 1975 года, то есть ей сейчас 50 лет. Можно сказать, молодая женщина еще. Итак, семейное положение. Она разведена, она была замужем, а потом они развелись, они разошлись, и у них 7 детей. У нее 7 детей, ну, у нее и ее мужа. Но что я хотела сказать? Она развелась, был развод 2 года назад. И это было очень громкое дело, потому что я даже делала видео. Это видео есть в библиотеке Learn Russian with News. Я его не выкладывала в общий доступ, потому что это была очень нишевая тема, очень узкая тема, но вы можете представить, что самая богатая семья в России разводилась, и там было много скандалов, там участвовали в этом разводе даже Рамзан Кадыров, Путин, вообще все участвовали в этом разводе, потому что, ну, эта пара, а, делила компанию. Я посмотрю, что вы пишете. Ой, привет, привет из Греции. Так, по поводу, я вижу вопрос, да, я вижу вопрос про аудио и видео. Блин, не знаю. Не могу сказать. Не могу сказать. Попробуйте обновить страницу. Вот что могу сказать. Ладно. Да, я хотела... Если вам интересно узнать детали этого развода, то можно посмотреть в библиотеке Learn Russian with News. Есть ссылка в описании. Это было очень громкое дело. Это был огромный скандал. Ладно, давайте дальше. У нее 7 детей. Мы сегодня будем много говорить о группах людей, и мы начнем вот с этого правила. 7 детей, 7 детей. 7, 6, 5, 4 – это группы людей. Значит, 7 детей. Надо сделать как-то поэлегантнее цвет. Сделаю такой. Хорошо. Итак, 7 детей. Если 5 детей, 5 детей, 4 ребенка, 4 детей, 3 ребенка, 3 детей. Логично. И такую структуру, эти слова мы используем только когда говорим про людей. Мы не можем сказать 7 книг. Например, книга 7 книг. Только про людей. 7 учителей, 7 детей, 7 врачей, например, так, 7 друзей. Тогда можно. Итак, биография и факты. Основатель, Татьяна Ким, основатель, она основала. Основать значит начать, организовать. Например, основать можно компанию, основать можно страну, например, США. В США есть
отцы-основатели. Это кто? М, Вашингтон, Франклин. Вот. Они отцы-основатели. Они основали США. Она основала крупнейший, самый крупный, самый большой российский интернет-магазин. Татьяна Ким в замужестве Бакальчук. Бакальчук — это фамилия ее бывшего мужа. Ее фамилия, девичья фамилия. Это некрасиво, не нравится мне, как пишет этот карандаш. Буду писать так. Ладно. Мгм. Фамилия Ким. До замужества, до брака, до свадьбы она была Ким, и потом, после развода, она взяла свою девичью фамилию, свою старую фамилию. Да, в России очень часто, я думаю, практически всегда жена берет фамилию мужа после свадьбы. Итак, Татьяна Ким начала бизнес, находясь в первом декретном отпуске. Она начала бизнес, она основала компанию, когда она была в декретном отпуске. Декретный отпуск — это отпуск по уходу за ребенком. Когда у вас появляется ребенок, можно идти в декретный отпуск. В России декретный отпуск обычно 3 года. Вот. И в это время она торговала одеждой по каталогам Отто и Колли. Может быть, вы знаете, может быть, вы помните. Ага. Может быть, вы знаете, может быть, вы помните, раньше были каталоги. Каталог одежды, где можно было. Каталоги косметики. Я помню, когда я была в школе, мы покупали косметику по каталогам Avon, не знаю, Oriflame, какие-то еще компании, вот, по каталогам. И в 2004 году с помощью бывшего мужа Владислава, мы видели уже, она создала сайт онлайн-торговли Wildberries. Все, в 2004 году появился Wildberries. И это я сейчас буду рассказывать, насколько это серьезно, и я думаю, вы будете в шоке, насколько это большой бизнес. Итак, почему Украина атакует Wildberries и чем это закончится? Если вы видели в новостях, может быть, вы думали, ну, может быть, это ничего серьезного, ничего страшного, э, просто магазин, ну и ладно, но сейчас мы увидим. Итак, Wildberries часто называют российским Амазоном. Эта аналогия уместна. Уместно, вы видите корень мест, место. Уместный — это значит адекватный. Уместный значит логичный этой ситуации. Например, где часто это слово говорят, уместно или неуместно. Например, манеры, этикет. Как себя нужно вести в обществе. Например, когда вы в гостях, например, неуместно, неадекватно идти спать, например, да? Или что? Курить, например, в квартире. Неуместно, это неадекватно, это в гостях так себя вести нельзя. А здесь, да, это аналогия уместна, это значит, это аналогия адекватна. Как и Amazon, крупнейший российский маркетплейс представляет собой витрина, как витрина магазина, когда вы идете в магазин, и там окно, и вы можете посмотреть, что есть, да. Витрина, на которой товары может выставить кто угодно, кто угодно, кто хочет. Любой человек может продавать свои товары на Wildberries, на Amazon. От самозанятых и индивидуальных предпринимателей до крупных компаний.
В России есть несколько категорий бизнесменов, несколько категорий бизнесов, бизнесменов, предпринимателей. Предприниматели — это бизнесмены. Самозанятый — это самая маленькая категория, да, у кого очень маленький доход. Самозанятый — они занимают, они сами себя. И индивидуальный предприниматель — это маленький бизнес, и крупные компании, ну, тут уже понятно. Впрочем, но для российских потребителей — это кто потребляет товары. У нас сейчас, объясню так. Потребление — это покупка товаров, использование товаров. И сейчас, может быть, не только сейчас, но вообще есть есть такое понятие, э, есть такая ситуация в мире, как демонстративное потребление, когда человек думает, что мне нужно купить, мне нужно иметь самое-самое дорогое. Мне нужно покупать обязательно брендовую сумку, последний iPhone, а, не знаю, самую большую машину. Мне нужно ехать в отпуск на Мальдивы и все это фотографировать. Вот это демонстративное потребление. И потребление — это вообще сфера покупки. И для российских потребителей, для российских покупателей, обычных людей, Wildberries и его ближайший конкурент Озон, да, это два самых больших онлайн-магазина. Значит, больше, чем Amazon для американских или европейских. Значит, больше — это важнее. По оценке проекта Marketplace Pulse, так, давайте посмотрим, что говорит этот проект. Доля, часть, вот доля Amazon, давайте так нарисую. У нас есть 100%. Вот, 100%. Может быть доля 50%, доля 50%, часть, пропорция 50%. Так, это доля 25%, ну и так далее. Вы поняли. Это доля. И у Amazon на американском рынке интернет-торговли, интернет-ритейла составляет чуть менее 36%. Значит, Amazon — это 1/3. Amazon — это 36% всего интернет торговли, ладно, и сопоставимых, аналогичных по масштабу конкурентов у него, у Амазона нет. В то же время, в это же время сейчас доля Wildberries в России, по оценке исследовательской компании Eilers, составляет 45%. Итак, смотрите, у нас есть 100%, это весь онлайн-ритейл, а у Wildberries это 45%. Почти половина — это Wildberries. И Озон, конкурент, 32%. То есть треть — это Озон. И только вот так мало — это другие онлайн-магазины. То есть, значит, всего 2 площадки, всего 2 онлайн-магазина, без учета менее крупных "Яндекс.Маркета" и "Купера", это еще 2 тоже крупных онлайн-магазина, контролируют почти 80% рынка. Теперь вы понимаете, насколько это большая, доля. И, конечно, Wildberries — это не просто онлайн-магазин, это уже как феномен. Очень много
мемов. Это культурное явление, это часть российской действительности. Вот я нашла тут несколько вам картинок смешных. Например, «Ты не видела мою банковскую карту?» «Не-а», говорит девушка, но она купила все на Wildberries. Она потратила все деньги на Wildberries. Как только, сразу появились деньги на карте, я через пару минут открываю Wildberries. Да, сразу начинаешь покупать. А где ты будешь что-то покупать? Конечно, на Wildberries. И когда получила ЗП, кто знает, что такое ЗП? ЗП – это зарплата. А, Я вам скажу, что я готовлю видео о русском курсиве. Мы с вами будем учиться писать. Будем учиться красиво писать. Видите, мне тоже надо. Итак, когда получила ЗП, зарплату? То есть это очень серьезно. И ключевую роль, главную роль, ключ, как открыть дверь, да, ключевая роль, сыграло открытие по всей стране тысяч пунктов выдачи заказов. Итак, если меня сейчас смотрит какой-нибудь американский или европейский предприниматель, бизнесмен, который, или бизнесменша, предпринимательница, которые занимаются онлайн-торговлей, онлайн-ритейлом, то посмотрите, где рецепт успеха Wildberries. Они открыли по всей стране тысячи пунктов выдачи заказов, ПВЗ. Это маленькие магазины, даже магазинчики, где можно получить свой заказ и можно примерить одежду. Например, как обычно, не знаю, на Амазоне, когда вы заказываете что-то, одежду, вам приходят коробки домой. Например, вы заказали на Амазоне, ладно, неважно. В общем, вы заказали на Амазоне вещи, и они вам приходят в разных доставках, в разных коробках. На Wildberries есть такие ПВЗ, пункты выдачи заказов, и вы заказали вещи, и вы можете прийти туда, сразу посмотреть хорошее состояние, вот у нас было слово состояние, хорошее качество вещей или нет. Если вы заказали одежду, вы можете сразу ее надеть, сразу посмотреть, нравится вам, не нравится. И если вам не нравится, вы можете сразу отдать эту одежду, одежду или вещи, которые вам не нравятся, и вернуть их в магазин. И я помню, что это бесплатно. И это очень удобно, потому что ты можешь заказать в этот пункт выдачи и все. И прийти туда, когда тебе удобно. А когда ты ждешь заказ, особенно если это курьер, то я не люблю доставки курьером, потому что тебе нужно сидеть, тебе нужно ждать. Потом курьер тебе звонит, ты не слышишь телефон. Потом тебе нужно идти встречать. Ну, короче, не очень удобно. И этих пункты выдачи, их тысячи по всей стране. Даже в самой маленькой деревне будет пункт выдачи этих заказов, которые работают одновременно, как примерочные, где можно примерить одежду, посмотреть одежду, нравится тебе одежда или нет, и мини-склады. Число заказов благодаря появлению ПВЗ выросло. Издержки на логистику
снизились. Итак, стало больше заказов, число заказов выросло, а издержки на логистику, издержки – это траты, сколько нужно денег на логистику, снизилось. Мгм. Вот смотрите, такой рост оборота. Сколько всего денег было в Wildberries? Э, А я не написала, да, какой? Ладно, ладно. Вот, нет. Ладно, я не написала, какой здесь год, но мы видим, что сначала было очень мало, потом появились эти пункты выдачи заказов, и все, и спрос пошел вверх. Если я правильно помню, то это был 2022 год, может быть, здесь 2022 год, и вы видите, что рост компании идет вверх еще из-за санкций. Ну, потому что началась война, санкций, много компаний перестали продавать свои товары в России, и поэтому многие продавцы стали покупать эти товары из других стран. Например, ты хочешь купить iPhone, мгм, официально ты не можешь купить iPhone в России, официально магазины закрыты, но есть люди, эти индивидуальные предприниматели, которые, например, едут в Казахстан, покупают айфоны там, привозят их в Россию и продают их на маркетплейсах. Например, так. И поэтому это просто был феноменальный рост, очень большой. И теперь, я думаю, вы понимаете, а, почему Украина выбрала такую цель для атак. У нас уже было видео о нефтеперерабатывающих заводах, о бензине, да, насколько это было, ну, серьезно. Но, может быть, даже атаки на нефтеперерабатывающие заводы, вот здесь, кстати, ПВЗ, а я говорила НПЗ или ПВЗ? Ну ладно, неважно. В общем, даже те атаки были менее серьезными, менее эффективными, мне кажется, чем сейчас на Wildberries. Итак, всего с 18 по 24 июля было 7, кажется, атак. Самая большая это была в электростали, первая атака, 18 июля. Это распределительный центр, когда заказы приезжают в одно место и их отправляют дальше. Потом 22 июля в Краснодаре склад и в Невинномысске тоже склад. Склад – это место, где лежат эти товары и ждут, когда они поедут покупателю. Потом в Симферополе в Крыму 24 и 2 склада в Ленинградской области, рядом с Петербургом. Эти центры горят, вы видите, очень эффектно, потому что там много бумаги, там много картона, много пластмассы, и там много вещей, которые легко горят. И поэтому даже небольшая атака может сделать такой, большой, иметь такой большой эффект. Давайте посмотрим, сколько денег потеряли Wildberries. Итак, пишет гендиректор. Помните, что это такое? Это SEO. Консалтинговой компании GoOmni. Ефим Алдухов пишет. Совокупно, вместе, суммарно, сейчас из строя так или иначе выведено где-то 15% складских мощностей Wildberries. Итак, вывести из строя, сделать неактивными. Можно, например, вывести из строя технику
и техника не будет работать, техника будет сломана. Где-то 15% складских мощностей, вот всех мест, где хранятся товары. Если оценивать масштаб ущерба, масштаб вреда, ущерб — это сколько вреда было, то мы говорим, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов рублей. Я так просто перевела, вот 60 миллиардов рублей — это 780 миллионов долларов. Это непосредственно только стоимость, цена самих складских комплексов. То есть, если мы посмотрим, сколько стоят эти сами просто здания, сама инфраструктура — это 780 миллионов долларов. И порядка около 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах. То есть это еще плюс-минус 300 миллиардов, то есть 3,4 миллиарда, ну, почти 4 миллиарда долларов. Это товары, которые были на этих складах. Ну, это просто астрономические цифры, это астрономические суммы. Это безумно, очень много. И если посмотреть, то чистая прибыль, вообще сколько зарабатывает компания Wildberries, сколько денег у компании Wildberries. Чистая прибыль — это чистый профит, это сколько заработала сама компания. Wildberries по итогам 2025 года, в 2025 году профит был 175 миллиардов рублей. То есть это даже просто профит, это было меньше, чем было, даже в 2 раза меньше, чем цена всех товаров, которые были на этих складах. И здесь начался такой дискуссия, скажу так, не прямо конфликт, потому что все понимают, что, во-первых, нужно помогать, компания должна помогать продавцам, компания должна помогать а, продавцам, у кого были товары на этих складах, и все, товаров больше нет, потому что много компаний, они потеряли просто огромные деньги. Если я видела сообщения в соцсетях, я видела в Инстаграме посты разных компаний, которые продают одежду, например, или обувь, или какие-то ручные товары, которые сделаны руками, например, свечи или посуду. Люди, которые делали это сами, своими руками и продавали на Wildberries, то они писали, что они потеряли просто все, просто все деньги, там сотни миллионов рублей. Здесь надо что-то делать. Потом компании тоже нужно ремонтировать склады. И, в общем, давайте посмотрим, что будет дальше, что говорит Татьяна Ким. Итак, помощь пострадавшим и семьям погибших. Да, во время этих атак погибло, если я правильно помню, 8, 9 или 10 человек. И пострадало, то есть были травмы, пострадало около 80 человек. И этим семьям, этим людям нужна тоже помощь. Итак, Татьяна Ким после атаки на Электросталь и Котовск, я думаю, Котовск,
Это первая атаки, заявила, она сказала, что семьям погибших сотрудников выплатят по 2 миллиона рублей. Кто погиб, им выплатят по 2 миллиона рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии по 1 миллиону рублей. Кто пострадал, у кого серьезные травмы, у кого тяжелые травмы. И опять это слово состояние. Мгм. Состояние у нас было капитал, состояние как настроение и состояние, а, м, как это объяснить, в тяжелом состоянии, в критическом состоянии. Ладно, я думаю, вы поняли. Компания также организовала психологическую помощь. По словам Ким, за психологической помощью обратились несколько сотен сотрудников и их родственников. Итак, у нас в самом начале мы говорили про группы. Да, 7 детей, 5, 6, 4. И если говорить дальше, то у нас есть. Сейчас напишу. Итак, 1, 2, 3, 4 – это единица. Сейчас сяду удобно. Так. Единицы. Мгм. Да, нам точно нужен мастер-класс по курсиву, как писать. Мгм. Потом 10, 20, 30, 40 – это десятки. То есть можно сказать, что после атак десятки людей пострадало, десятки людей пострадали. Потом несколько сотен – это сотни. Сотни людей пострадали. Тысячи. Тысячи продавцов тоже пострадали. Ну, и там уже дальше десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы. Мгм. Компенсации и помощь продавцам. Wildberries проводит оценку ущерба продавцам. Ущерб – это вред, ущерб – это потери, и они смотрят, кто сколько потерял, у кого какой ущерб. Компания отметила, что формально не обязана возмещать товар. И здесь это много обсуждали, ну как, много, да, обсуждали в медиа, в социальных сетях, потому что оферта, если вы будете продавать что-то на Wildberries или на каком-то другом маркетплейсе, там есть оферта, где написано, что да, там написано, что утраченный вследствие чрезвычайной ситуации, что если была какая-то чрезвычайная ситуация, какая-то экстремальная ситуация, то компания не возвращает деньги на ваш страх-риск. И поэтому формально, по документам, они не должны, Wildberries могут не возвращать деньги. Но, конечно, это будет катастрофа для репутации, и, ну, это просто не по-человечески, просто не по-человечески. Однако, но компания намерена определить объем компенсаций, объем, количество компенсаций и другие меры, методы, способы поддержки. Татьяна Ким заявила, что продавцов не оставят наедине с этой проблемой, что они не будут одни в этой беде. Да, это я уже сказала, что согласно оферте маркетплейса, Wildberries освобождается от ответственности. Да, освобождается от ответственности. Они свободны, у них нет этой ответственности, они не должны делать за неисполнение обязанностей, то есть не должны платить деньги, если это неисполнение. Какой, знаете, какой бюрократический язык. Вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Непреодолимая сила – это чрезвычайные ситуации. Ну, например,
атаки БПЛА. Это дроны. Но, мгм, но селлеры, смотрите, какой у нас уже новый русский язык появляется. Продавцы, селлеры начали получать первые выплаты от Wildberries, в основном около 50% от цены утраченных товаров. То есть уже они начали получать, но очень-очень мало, 5-10%. Если где-то так бы нет, не было. Ладно. Если, например, у вас на этом складе было, давайте так, товаров на 1 000 000 рублей, да, у вас товаров на 1 000 000 рублей, то 5-10%, ну, это совсем немного, это 10 тысяч рублей, да? Правильно считаю? Нет, 100 тысяч рублей. От миллиона 100 тысяч рублей. 10, нет, 10 тысяч это 1%, 100 тысяч это 10%. Все. Вот. Уроки математики. Накануне накануне, день до, основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила, что со среды начались первые выплаты продавцам с маленьким оборотом. У кого был маленький оборот, у кого было мало товаров, как самым уязвимым. Мгм. Уязвимым незащищенный. Э, да, уязвимые группы людей, незащищенные. Для средних и крупных компаний готовят отдельные меры. Там будут какие-то другие предложения, может быть. И они сделали такой инструмент, так называемый, который называется симулятор продаж. Ну, я скажу своими словами. Они сделали как модель, такую симуляцию, как этот товар бы продавался у этого продавца. И это значит, что они будут выплачивать, они будут платить за этот товар, как будто его покупали. То есть не сразу все деньги будут возвращать, а по частям, да, какие-то транши. С той скоростью, с теми ценами, с теми скидками, как они бы продавались, если бы находились на складах. То есть в гипотетической ситуации, если бы атак не было. И последнее сразу. У нас осталось 5 минут, поэтому это мы не будем объяснять. Ладно, у нас осталось 5 минут. И вообще, почему начались эти атаки? Ну, глобально мы знаем почему. Глобально мы понимаем. Но появилась тоже дискуссия, началась дискуссия. Это законная цель, это легитимная военная цель или это военное преступление? Ну, тут, знаете, красота в глазах смотрящих. Вот как вы хотите так, как вы хотите думать, как вам нравится думать, так вы и можете думать. Ну, Владимир Зеленский, президент Украины, в социальных сетях назвал эти склады Wildberries логистическими центрами, которые участвуют в обеспечении российской армией комплектующими для дронов, навигационным оборудованием и снаряжением. Что на Wildberries можно купить какие-то инструменты, можно купить части для дронов, для навигации, для, может быть, снаряжения, это может быть одежда для армии российской. Ну, с одной стороны, да, там можно найти какие-то элементы, как вы можете пойти на Озон, и там на Озоне тоже найти похожие товары. Конечно, Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, он сказал, конечно, нет. Ну, в общем, поэтому я говорю, что здесь, как вам нравится, так вы можете думать.
Кто-то, да, в сети активно обсуждают законность таких подобных ударов. Например, кто-то, как главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов, мне нужно говорить, что они все иноагенты. Ладно, скажу. В общем, они все иноагенты, назвал такие логистические центры законными целями, а сооснователь Conflict Intelligence Team — это компания, которая анализирует военные действия. Руслан Ливиев заявил, сказал, что это военное преступление, как и аналогичные атаки России на украинские логистические центры, что и то это военное преступление. И как если говорить про ООН, это ООН, Организация Объединенных Наций, то они сказали, что удары ВСУ по складам могут представлять собой военное преступление, могут представлять. И что мне показалось интересным, что мне показалось интересным, что некоторые газеты начали писать, ну вот, например, газета Труд.ру, ну это обычная российская газета, не какая-то непопулярная там, в общем, не знаю, нехорошо говорить третий сорт, но это там нет какой-то журналистики, но, например, они просто начали писать: в ООН назвали военным преступлением атаку ВСУ на склады Wildberries. То есть, если ООН говорит, что могут представлять, это может быть, но нужно расследовать, нужно узнавать. Кто-то сразу пишет, что это военное преступление. Ну и аналогично. Другие журналы, другие газеты сразу пишут: все нормально, так и надо. Поэтому вот такие новости. Сейчас я надеюсь, что вам понятно, насколько это серьезно. Конечно, мы будем продолжать следить за этой ситуацией, мы будем а, продолжать смотреть, что будет дальше. И на этом мы можем закончить. Обязательно пишите, о чем вы хотите почитать новости в следующий раз. И сейчас я включу себя на большом экране. Вот. Я посмотрю, что вы написали, и потом мы закруглимся. О, спасибо тем, кто досмотрел до конца. Вы настоящие герои. Вы настоящие герои. Мы с вами встретимся через неделю, в пятницу. Я надеюсь, что у нас будут какие-нибудь положительные, позитивные новости. Не только разные, знаете, депрессивные. Вот, все. Пока-пока.